Ребят, всем привет! Вы на канале Мискузи Бол. С вами Мискузи подкаст. Меня зовут Моля. И объявляю официально, что все 10 лет, что я в медийном пространстве, я шла к теме сегодняшнего обсуждения. Потому что мы сегодня будем обсуждать кей-поп. Кей-поп! Кей-поп! Со мной здесь на зерке Айдана и Асема. Привет, девчонки. Всем привет. Ну чё, дорвались? Давайте. Вы теперь нас не заткнете, нет? Да, мы уже школу переросли, Да. мы уже университеты переросли, Да. взрослые, адекватные женщины, любящие кей-поп. Да. Йоу. Still here. Да. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласила. позвала. Спасибо. Да, команда Avengers, Мстители, мы F4. сделали. F4. Да, кстати. Расскажите мне, пожалуйста, как началось ваше знакомство с кей-попом? Я вот дорамы примерно смотрю с 9 лет, а именно вот настоящая зависимость от корейской музыки у меня началась, когда я увидела группу Big Bang. Да. Это вот классика просто, да. Песня «Хару-хару», я обожаю эту песню, я слушала эту песню до дыр, я страдала, в голове снимала клип на эту песню. Ну, конечно же, я главная героиня, плакала просто. Вот, Да. вот для меня Big Bang — это Номер Саранги. один. опа саранги. Да. Такая, на зерке забрала мою историю, потому что она была ровно такая же. Вообще, я не помню, сколько было мне лет. Впервые я, наверное, увидела, это был Rain. Помните, был Channel V? Да. То есть это был первый, наверное, азиатка выпустили с музыкой в телевидении. А потом, да, это был Big Bang, это был клип, песня «Хару-хару», и я назвала так собаку. О, это очень мило. Мне кажется, я самая молодая. Вот интересно, да, когда тебя зацепило? Я в подростковом возрасте смотрела дорамы, это вот ФО наши вот эти, и потом у меня был большой промежуток, я особо не интересовалась, и в 20-м, 21-м все меня затянуло, карантине. да, я начала смотреть дораму, Мгм. а потом меня затянули кей-поп песни, и все на А этом. самая какая первая дорама? Группа BTS. BT. Да, я, короче, Это не классно, это этот. две культовые группы, я считаю, да. того времени и вот того промежутка времени. И Вот там уж. было сложно не сдаться. Да, Да, я, да, короче, да. в этом плане не особенно, и в плане, да, BTS для меня это первая группа, я прям просто с самого старого альбома их вот так вот начала слушать и вообще смотреть, ну, прикольно, и затянула этот Run BTS, вообще классная тема, Да. обожаю. Это А же- какая первая песня? Первая Какая песня их, Да. это когда они выпустили на карантине, знаешь, что было Life Goes On, по-моему, что-то, по-моему, эта песня была, которая Классные времена. она спокойная, Мгм. еще такая вся эта, и вот, я такая, Прикольно. да. Представляете, BTS вообще не слушаю. Да? Я не могу никак принять их. Я не знаю. Честно, есть такое, да. Блин, У меня подруга фанатка BTS, она говорит: вот, смотри, классная песня. Я говорю: нет, клипы классные. Я говорю: нет, я не могу никак принять. Вот. Поэтому, сори. Я помню, меня в кей-поп привела группа Shiny. Stand by me. Все, я смотрю F4. Ага, Это моя мгм. первая дорама еще, и мне 16 лет, я лежу в больнице, максимально максимально не романтическая обстановка вокруг, а я думаю, Ну, ты создавала, да? Сама? Да. Ага. F4 помогли мне выйти Да. из больницы. Я Классно. настолько была впечатлена вот этими, знаете, фейерверками по щелчку пальцев. Что? И я А такая, что, так я бывает? вырасту, Так тоже мне так тоже буду. можно? Да, Гуджимпё, погнали. Хотя мой любимчик это был Ким. Кимбум, который, да. Который красивый, да? Ну, типа, который, улыбка да, красивая. Типа была, он, которую- кто он там, саксофонист, да, он был? Да. Да. Мне типа, кажется, да. он слишком сладкий, нет? Не знаю, он был моим крашем.
Ну сейчас я Сладкий смотрю, он. он слишком сладкий, не знаю. Да. Да-да-да. И я, получается, вот тогда вот эта заглавная песня «Stand by me», я такая зашла в интернет примерно вот тогда же, помните, когда мы подключали интернет с домашнего Да-да-да-да-да-да. телефона? И я такая подключаю, смотрю, и вот это пишу прям «Stand by me», и вот это «Shiny», мне было так сложно произносить это название, и Это мне... Шайни или SS-501 был? Shiny. Шайни, да? Да, Да. Shiny, Да? Серьёзно? Shiny, да, вот это они. Я почему-то думала, что у SS-501 Они это другую вот это У них вот- другие, да. Да, у них, Да-да-да. всё. Тира-тара, тира-тира-та-та. Вот это вот, все песни наизусть Настолько знала. старая группа, просто я их путаю уже. Да. Вот, а потом вторая группа, вообще не зафиг, у меня была «Миротик», песня от этого TVXQ. Да, А, да, Это да. просто капец. секс моего детства. Да, я согласна. Он вообще не меняется, почему он до сих пор Ага. такой же? Это вообще Как его что? зовут? Их же сейчас Да, двое вот, или ну он вот этот один? там один ход, другой не ход. Да. Один Макнедо до сих пор. Друг друга дополняют, да? Да. Вот, и я тогда начала и думаю, вау, почему? И меня так это затянуло, прям было супер приятно, и они все такие красивые. Это классно, я согласна. Я рада, что мне вообще это попалось в детстве, потому что это делало мой мир таким очень добрым, Да. невинным, романтичным. И то есть на самом деле, наверное, до сих пор, почему это продолжается, почему это со мной всю жизнь, потому что это твой безопасный оазис. Да. Там, где правда. ты чувствуешь себя вот все еще главной героиней Да, своего да. клипа, своего Ой, сериала да, и да, так да. далее. Да. И это, ну, реально спасает во всех сложных ситуациях. У меня до сих пор так, я не знаю, как что-нибудь там неровно, ты такая, хоп, я закрылась, я в чувствуешь домике. сразу, Да. 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 Это правда. Безопасно. Да. Мгм. Какая у Это вас да. песня на повторе играет? Сейчас Сейчас. я что-то подсела на Baby Monster. Это новая группа YG, по-моему. Прикольные девочки, да. Да, причем я не скажу, что кто-то из них меня цепляет, но мне нравятся все их песни. Прям И клипы вообще. классные, да. Вот я клипы даже У меня не дочка, смотрела. кстати, залипает. Да? На Baby Monster? Да. Мне кажется, они прям вот молодцы, классно. Вот давно меня никто так не цеплял. Прикольно. У меня Эспа. Да. Недавно Ой, для себя открыла эту группу. Прикольно. Капец, вообще, девочки, вообще топ. Песня Супернова. Прикольно. Супернова. Да, классная классные песня. они девчонки, да. У меня даже муж начал слушать. Представляете? Клёво. Да. У Он меня тоже Витя слушает. Да. У него нет выбора. то же самое, Вот да. так. Я просто дома включаю, типа, все, тихо. Медитация. Не, у Да. меня, потому что у тебя дочь слушает с тобой. У меня ровно наоборот, потому что я слушала, да, и беременная, и кормящая, и 5-10, но она строго на папиной стороне, ее в принципе не впечатляет вся эта музыка, хотя она там девочка, и должна это нравиться. По-другому это работает, прикольно. Поэтому я Прикольно, да. в своей стихии одна. И слава богу. Одинокий Нет, воин. Да, да. А у тебя? У меня в этом плане и племяшка меня поддерживает, ей 12 лет. Она тоже она очень фанатеет от многих женских групп, она меня посвятила даже в многих эти, и у меня есть в плейлисте, за Классно. счет нее появились песни, и, блин, круто очень. И мы вдвоем иногда с ней такие. А на повторе что играет? На повторе, блин, я в последнее время слушаю новый, не вот этот новый, а вот, наверное, альбом до того, как ушел Джей Хоп в армию. У него вышел альбом, он такой чуть-чуть с Да-да-да. роком, такой это он у меня там. Классно. Да. Мне кажется, это такое, что-то новое было, когда они как группа BTS, а потом сольные какие-то альбомы стали выпускать, и это было что-то свежее. Мне кажется, Джей Хоп в этом плане капец круто сделал. Раскрылся, да. Да, и Да. визуально он очень круто преподнес все. Короче, но в этом плане во всех вопросах какой-то стильный чувак. И Да. я прям, я очень долго... Он стильный слушаю, чувак, Да, действительно, согласна. такое. Да. Я вот сейчас думаю, какая у меня песня играет на повторе, и, наверное, это тоже песни Эспа, потому что мне так они нравятся. Вообще, у меня вот такое, я никогда не фанатела по мужским группам Так корейским. прикольно, ты такая чисто SM girl. Да? Я Наверное, так моя понимаю. любимейшая группа — это
Girls' Generation. Ну, это классика, да. Да. Да, я обожала их, и мне вот, как бы, я слушала всегда Big Bang, но я им респектовала, типа, они мне, но я никогда не влюблялась ни в кого, у меня не было никогда романтической связи, знаете, вот иногда бывало такое, что у меня были одноклассницы, которые любили, там, со школы, с параллели девчонки, которые любили кей-поп, и они как будто заменяли парнями из кей-попа с группы настоящих парней, и типа они такие, я буду с ними там встречаться, я буду там, поеду в Корею, и реально кто-то из них уехал, это типа супер классно, вот, но у меня всегда было, что я смотрела на женские кей-поп группы, и всегда меня они почему-то, я больше им сопереживала, я больше за них радовалась, как будто вот они выходили, и там все плакали, и я тоже с ними рыдаю, я смотрела там, знаете, прямые трансляции на Новый год, у меня там кипиш, барана режут, это все бешбарма готовят. Я такая, подождите, и у нас еще временные вот эти вот разное время, я подстраивалась под их время и смотрела вот эти прямые трансляции, когда еще вот были как голубой огонек, только с айдолами. Да, блин, классно, Да, классно. это было супер. И вот мне почему-то всегда нравились женские группы. И вот, наверное, сейчас Эспа, я вот с тобой согласна полностью, они такие Они вообще Харушки. такие, да, да, милые. Интересно. профессиональки. Как вы оцениваете, наверное, вы тоже замечаете, насколько кей-поп сейчас разросся, если раньше это было что-то, Масштабно. да, что-то очень Классно. камерное, корейское, в плане и... Это было... Ты чего опять своих девочек слушаешь? Они же все одинаковые. Да, а сейчас это огромное влияние на Запад, Да. и также и Запад влияет на кей-поп, он меняется. Ну, Как вам вообще это влияние? ну, знаешь, как будто не осталось вот этого типичного кей-попского. Такого вайба не осталось, знаешь, такой... Да-да-да. Который Типа никому всё- не понятен. Да. А Сейчас сейчас... все понятно. Смешалось, да, Да. все. Поэтому мне, на самом деле, вот как старушка скажу, старый кей-поп больше нравится. Потому что артистов было меньше, и индивидуальности было больше. И, как сказать, там была там своя душа, свой вайб, свой стиль, своя изюминка, и даже между участниками, артистами, как сказать, чувствовалась вот эта вот теплота. А сейчас, да, там много классного, много крутого, там другой уровень, да, новые идеи, но все-таки вот Запад сильно влияет. И вот это вот кей-попского такого ничего не осталось. И меня чуть-чуть это... Ну, да. Ну, я как бы поддержу. Я просто когда смотрела все там что-то старое, там смотрела новое, как бы я относительно недавно, и, ну, я соглашусь с тем, что специфика чуть-чуть теряется вот этого Да. кей-поп, и даже какая-то визуальная их часть, там, я там смотрела со стороны еще как художник на это все, на клипы, и все равно у корейской индустрии есть вот эта вот какая-то специфика визуали, и она тоже чуть-чуть теряется, Да, и да. ты так, она стала какой-то американской прям, и эти клипы, и такая, ну, окей, возможно, это круто, а возможно, это скоро прекратится, не знаю. Короче. Сейчас, наоборот, да, как будто все друг на друга похожи. Наоборот, да, сейчас, потому да. что я их не отличаю. А раньше, вот как я говорила, они отличались. Своя изюминка была, да, и свой стиль. А сейчас все какие-то одинаковые. Поэтому, Прикольно. да. Я, наверное, я горжусь, потому что у меня такое ощущение, как будто я такая мамочка, которая отвела своих детей в школу, сдала и такая, вот, смотрите, они нормальные. Они Вот. все отличительны друг Они от все, друга. да. И вот когда на показах ни один модный показ не проходит без... да. Это круто. И я вот чувствую какую-то, наверное, гордость, причастность, потому что там я была с ними изначально и так далее. У меня вот, наверное, больше такой трепет. Но я не могу не согласиться с тем, что, наверное, картинка поменялась однозначно. Поменялся стиль, но мне, наверное, это больше нравится. Я больше за. Вот так скажу. Я помню просто... Я с вами со всеми согласна, и мне кажется, что здесь, наверное, здесь еще влияние денег.
когда, наверное, приходят деньги, раньше все равно кей-поп был такой камерный. Согласна. Они, да. они снимали на вот этой бутафорской какой-то студии, вот типа там... На ты одной видишь? крыше, Да. на одной этой крыше. Да-да-да, там несчастной, на реально вот Кандаме. так вот просто меняется кадр, как они со всех сторон танцуют. Но Как они общаются, разговаривают, да, какие-то звуки лишние, Да, да. да, да, Ну, да, это, да. знаешь, свой вайб был все таки Мгм, тогда. мгм, А сейчас все согласна. слишком профессионально. Вылизано, да. Да, Картинка очень, прям... очень. Да, Да. сейчас все профессионально слишком. Да, прям индустрия. Да, такая. да, да. Раньше она была такая очень... Я себя могла представить в этой индустрии, что я там тоже Да, пышу да, да. где-то. То, что, типа, они такие же простые люди, как и мы. Да, да, А сейчас, да, да. типа, ладно, просто Мгм. посмотрим. Да, Слишком. прикольно. Но при этом мне нравится влияние кей-попа на западную, на вообще музыку, музыкальную индустрию в общем и целом, потому что мне нравится, например, что все больше и больше артистов, которые понимают важность перформанса тебя на сцене. Я не говорю, что до этого никогда там не было у западных артистов, нет. Но сейчас многие артисты начинают также танцевать, они понимают силу молодежи, ну, типа, вот именно молодежно. Почему раньше, мне кажется, был кей-поп таким популярным, но при этом оставался в тени, потому что, как будто, мне кажется, меньше было там взрослых, которые смотрели за этим Да, всем. да. И вот это там как будто такие супер молодые, супер прогрессивные ребята, а сейчас это выходит на уже мировое, и считаться с молодой аудиторией уже, ну, не замечать ее, игнорировать. Ну и как минимум хореография. Да. Потому что раньше там, типа, у тебя там 2 вставки, типа, хоп-хоп, и все, да, а сейчас все-таки, да, действительно, кей-поп задал какой-то свой определенный уровень, когда 14 мальчиков танцуют Одинаково, одинаково, да. но это очень вообще. тяжело. Наверное, да. Согласна. Да. Ой, так классно прям, да? Я тоже, я внутри такая, Да, да, да. Классно, я очень рада, потому что, блин, кей-поп надо обсуждать, отдыхать. Да, Конечно, да, надо надо обсуждать. обсуждать, да, больше говорить, Да. всем показывать. Это Еще у меня классно. был такой перерыв, ну, Ага. то есть я смотрела, когда была помоложе, Мгм. потом у меня был перерыв, что-то я там своей жизнью занималась как-то, а потом мы вот с Сёмой поближе стали общаться, и она мне такая про BTS рассказывает, и мое нутро кей-поперское, оно же не может не Да, посмотреть, да, кто да, такие да, да. BTS. Ну, не, я их знала до этого, слышала их песни, что-то залипала, но я не разбиралась, И кто ты такая, что. которая вот так вот... Да-да-да. Вот так пыль с себя вот так стираю и выхожу изучать. Так, сейчас, да? Сейчас Да-да-да-да. начнется. Да. Вот, ну блин, старый и новый кей-поп, давайте обсудим. Вот ты Ну как-то вот, да. затронула, да, что чуть-чуть не то. Мне лично кажется, что сейчас кей-поп... Жалко, что он потерял свои какие-то вот изюминки в плане... Я недавно ТикТок где-то видела, типа, вы понимаете то, что с кей-попа ушла целая сфера, где красивые сексуальные девушки поют про Exactly. расставание с парнем. Да, да, в красивой Я такой чисто. юбке, да, с разрезом. Вот так. Так смотришь просто. Да, да, да. Вот так просто. Да, или вот эти brown-eyed girls, вот эти, они же тоже были секси, Да, и да, при этом да. взрослые Да. такие. Да, да, да. After school. After school, да. Автоскул Вот. вообще, да. Какие вы сейчас тренды видите в кей-попе сейчас, которые зарождаются? Ну вот однозначно, это, по-моему, Дана Мун поднимала эту тему. И она очень четко сказала, потому что если бы я не увидела и не услышала, я бы и не задумывалась об этом. Очень классно сказала, что сейчас прям вот есть 2 аудитории. Cute-cute, такие невинные девчонки, Да. и дерзко такие а-ля пацанки. Но вот этих А вот. есть середина? Вот мне кажется, сейчас даже и нету такой середины. Я вот, Да. когда увидела то видео, я начала анализировать и поняла, что, наверное, сейчас нету того, ну, может быть, Blackpink были, наверное, последними, да, кто мог еще Среднее что-то. преподать себя Да. с разных сторон, то есть они были... Ну, и Тюнивань тоже. Мгм. Тюнивань тоже. Ну да, классно. ну в смысле, они там... они А, ещё ну они же, тусят. да. Так пихает, да, своих. Максимально. Я просто обожаю эту песню. Песню, говорю, эту группу обожаю. Да? Любовь. Да, да. Прикольно. Вот я почему-то такая, прости, Да? нет. Я не знаю, вот, видимо, что-то как-то я вот пропустила этот момент. Ну, у них такой свой вайб.
Да. Они очень стильные, у них клипы очень крутые. Ну да, с точки зрения профессионализма это прям, да. Да. Но для меня вот такая группа, которая была средним чем-то, это, наверное, New Jeans были. Ну вот когда они появились, они как будто могли бы петь для милых девочек, но также и для крутых, потому что у них стиль такой был, и Да, типа да, да. они что-то среднее между крутостью и милостью. Да. Не слишком мило, не слишком круто. Вот, кстати, Kiss of Life, как будто бы, когда только первые какие-то их песни появились, там что-то было по типу девчачьего, там какие-то секси-нотки в музыке. Да. Ну и до сих пор, по-моему, они довольно, как по мне, такие яркие, вызывающие девчонки, потому что вот одна из них, причем у меня к ней странное ощущение бывает же, типа, мне интересно за ней наблюдать, она меня цепляет, но она меня чуть-чуть подбешивает, как будто. Есть такое, да. Я вообще перестала слушать сейчас New Jeans, я не знаю. И она приехала на шоу Акне, по-моему, студию. Вы не видели? На Нет. байке такая вся у нее, ну, все вот прям ашак-шашак. Да. Да? Ну, прикольно. Прикольно. Вот у них было что-то с таким, наверное, Ну, я думаю, секси-огоньком. наверное, в кей-попе есть просто отдельные соло-артистки, которые еще такие могут быть и секси, и все такое. Ну Хвоса вот та же. Она же такая же жесткая, такая вся сексуальная. Она, кстати, была Всё недавно это в Монголии. Это так Да? круто. Прикольно. Прикольно. У нее был сольный концерт в Монголии. Ну, Ого, она что? крутая. Ничего себе. Капец, да? Я думала, Поднялась. отдыхать поехала. Нет, на она у нее, концерт. она давала концерт, мне кажется. Почему как бы к нам никто Да, никак не рядом. доедет? Ну, Хласа, приезжайте, Да. ждем. Да. Да. Ну, не знаю, прям группы, я не знаю, наверное, они все... Ну, да, наверное, да, Blackpink, ну, не знаю, хотя они со своими сольными альбомами тоже там мега все разные, заметили? Да. Они там, как бы, у них альбом, то они такие мега милые, мега сексуальные, мега дерзкие такие, я думаю, прикольно тоже. Как вам, девочки, Blackpink в соло-плавании? Мне кажется, круто. Круто. Они там такие разные, все Разные, вообще да. абсолютно. И то, что у них же все равно в группе были вот эти позиции определенные, типа, а в соло они сейчас такие вообще по-другому, Раскрываются, да, да. раскрываются по-разному, это клево. И мне вот последний, ну, я не знаю, просто я сама по себе человек меланхоличный, и я альбом «Дождя» слушала Газе со своей вот этой страдальческой ноткой, да. и она еще там такая, как простая девчонка, знаете, Да, да. подросток, и, ну, мне понравилось, я такая думаю, круто. Ну, мне кажется, я никогда не была прям фанатом Blackpink. Я не знала их группы, но узнала о них соло. Ну вот когда вот О. первая была Лиса. Ну, Да. Лиса Вот это топчик, мне Мани. нравится Лиса, да. Да. Вот, да. И открытием было для меня это, ну потому что она такая была свежая, что-то свежее. Я тогда как Мне раз кажется, вот эти две песни, Мани и Лиса, это, Да. я не Да. знаю, я когда ее в Мега машине хит. слушаю, я такая, держите меня, Да, я да, щас да, 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 да. слечу. Да, есть. Тяры Да. прям Это были. прям вау было. Да. Да. И это было так... Я вот тогда тоже почувствовала вот эту гордость, типа, а я вам говорила, за кей-попом будущее. Вы меня не слушали. Вот. Примите, распишитесь. И... Но при этом мне нравится, например... Не знаю, мне, короче, нравится сама по себе, как человек, мне кажется, она приятная. Дженни, какая бы она ни была бы, там, как ее не хейтили и так далее, мне почему-то кажется, что она приятная личность. Не Её- наоборот, мне кажется. Да? Не знаю, да. Ну потом I расскажи. don't know. Мне нравится ее вот этот альбом, что он такой разный. Я не знаю, насколько он хороший или плох. Я просто подписана на нее в инсте, и она просто закидывает клипы, которые совершенно не Да. похожи Да. друг на друга. И я такая, это интересно, что она пробует разное. Мне кажется, когда ты артист такого уровня, она может себе уже позволить пробовать, потому что Согласна. ну, столько пахать на кей-поп, где тебе, ну, такие очень незамысловатые, скажем так, песни, да, там с хоряшкой, супер какой-то тяжелый ставят. Здесь, когда ты уходишь в плавание, ну, грех не попробовать что-то для себя новое. И она вот- молодец, она, да. да. Она молодец. Да. Но при этом альбом Лисы меня, если честно, и вообще песни Лисы, они никак меня не цепляют. Что даже с Доджей Кэт, и я хотя люблю Доджу Кэт, и мне кажется, она классный перформер, и типа как она вообще держит себя, но их песня в общем и целом
никак меня не зацепило. Ну, первый вот этот Маны и Лиса, Да. Да. треки Да. классные. Потом, да, что-то я тоже... Как будто там перестала слишком слушать. много американского влияния, прям, Да. ну, Да, там да, да, да. 90%. Да, есть такое, да. Она еще как будто чуть-чуть Сабрина Карпентер, но только не Сабрина Карпентер. Типа, высокоазиатка. С Алиэкспресса. Да, ну что-то как будто вот. И образы Наверное, нас какие-то, кто-то да. сейчас И захейтит. Да. образы По какие-то любой. не очень, да. Нет, нет, я сильно их люблю, сильно восхищаюсь, но классно, мы же можем порассуждать Да, и да, да. какие-то Да, вещи. да. Я лично вообще рада за Джису. Такая О, сладкая, ой, у нее она так вообще- классно развивается ее актерская карьера. Мгм. Earthquake вообще мне очень Мгм, понравилась мгм. песня, потому что, типа, я думала, что там будет что-то cute, но там она такая, Опа. «Не-а». Мгм, Ну, мгм, классно. Они действительно пробуют. мгм. Да. Не, молодцы, девочки, да, молодцы. Обсудим. Да, молодцы, девочки. Ну вот Дженни, я ее слушаю, песня нравится, но как человек, как будто она чуть-чуть такая стервочка. Нет? Не Интересно. знаю, вот по энергетике как будто вот она не тянет тоже. Ну, Мгм. есть такое, не знаю. Может, просто то, что она у нее в целом какой-то очень закрытый, она закрытая какая-то непонятная и везде разная. Может быть, поэтому такое Может, поэтому впечатление. непонятно, да, какой Да, человек? Да, Она да, есть очень такое. видно, что выращена, видимо, в этой корейской культуре, где М. тем более она Nepo Baby, да? Да. Мгм, Потому да, что да, она да, да. богатая не в одном поколении. М. Наверное, да, то есть она Умеет. выросла уже вот там, поэтому Мгм. ей сложно, наверное, даже открываться, потому что я не знаю такая, я как будто могу ее характеризовать человека, который пока еще в процессе и не может Мгм. раскрыться. Хотя вообще кто я такая, чтобы что-то там Не, а обсуждать? так она красотка, она вообще Да, красотка, да. И клипы классные, и песни классные. Да, да, конечно. Молодец, да. Дженни. такая. Старайся. Второй лайк, Да, да, да. погнали. Кто, по вашему мнению, из новых групп, ну вот, которые Мгм. сейчас поют, да? Ну, блин, новые группы я называю, наверное, это, которые сейчас есть, Сейчас. Мгм. Свежие, будет- да. свежие, да, которые... да-да-да, Блин, станут Ага. легендарными. а у девочек Это, XG, кстати- по-моему, группа. Обожаю. XG. Которые девочки. японочки. Да, Да, там промоутятся такой в Корее. визуал, Да. девочки, и стиль, и клип, блин, я кайфанула. Надо посмотреть. Мне Да, кажется, они посмотреть, уйдут, посмотреть. наверное, тоже на международный рынок, Да, скорее мне всего, тоже так потому кажется, мне что, кажется. да, Да. наверное, Мгм. корейский рынок не готов к такому. Да. Мне тоже кажется, что они намного больше, чем. Они же тем более еще на английском все песни Да, поют. Уже есть заход туда. да. И на Ну, Коачелле они уже там на маленькой сцене где-то Да, выступали. да. Просто они же типа молодая группа, Мгм. и они залетели сразу с таким масштабным визуалом. Я чуть-чуть офигела. Да, И да. ты смотришь и хочешь смотреть, еще смотреть. Просто подписалась везде, где только можно на них. И я прям кайфую, конечно. А девочки там молоденькие, да, совсем? Ну, не знаю, кстати, не совсем, но молоденькие, Ну, да. Ну, кажется, совершеннолетние. Да? Да. Ну, там, да, типа, я вроде бы так читала, что одной там было 17 на момент Мгм. дебюта, а самой старшей, типа, 21, что ли? Ну, вот Мгм. такой, небольшой. Да. А ты сама как думаешь? Я сама... Потому что это для меня был самый сложный вопрос. Есть такое, да. Ну, для меня эспа, например. Мне кажется, для корейской индустрии эспа это прям вот база. База. да. Ну, Вот потому для что Кореи, SM, для SM Кореи, знает, да. какие проекты Для делать Кореи для Кореи. именно, Да, да. а вот для да. Кореи. А если мировое, то я всегда думала, что это будет New Jeans до расформирования, Мгм. потому что New Jeans, они задавали тон, как и в Корее, они были как свои, но также и за пределами Да. их было приятно слушать, хотя я Согласна. не знаю корейского языка, я не углубляюсь в него, но я такая слушаю, и как будто это просто попса, я думаю, я бы могла ехать в такси и Да. слышать их песни. А когда, помните, билборды с Кока-Колой висели, такая, Да. Я тоже это смотрела. мои девочки. Да. А сейчас, когда New Jeans нету, Они пропали, да? Ну, типа, Ну, их может, я как бы перестала они слушать, ушли. я не знаю. Да? Ну да, там пока сложно. Там пока сейчас они разберутся, разбирательство. там, мне Да. кажется, М, да, нелегко да. будет им снова Да, вернуться это да. так. Мне кажется, 80s, именно worldwide. Потому что в М, Корее да. их, кстати, не так уж сильно любят, но на мировом рынке 80s и фанаты, и фанатская база там прям. Да. А вы вообще Да. слушали песни 80s? Я последнюю их какую-то Gotta слушала. work. Да. Ну, Такая, пару когда не раз. хочешь вставать. To make purse. Вот. Не, Ну, мне кажется, это прям
меня они очень сильно впечатляют. Их уже Прикольно. все бренды разобрали по частям, всю группу. По-моему, в Париже были все практически из ATEEZ. Каждый себе подобрал там по концепции ребят. Я вот очень сильно впечатлена, наверное. Надо посмотреть. А Потом. Stray Kids? Я еще много про них Мне кажется, они уже слышала. не молодые, Да, ну типа не да? молоденькие. А, не, окей. А для Ну меня да. они молодые. Я Ну, согласна. моложе типа, нас, да? Да-да-да. Да. Мне, кстати, очень не понравилось, как Феликса, опять же, влияние той индустрии западной, Мгм. мне кажется, как будто немножко было очень грубо и пошло, М. потому честненько. что ну там же по-другому, типа они когда здороваются, они все начинают там много обниматься, очень много тактильных каких-то, да, манипуляций, что неприятно и непонятно корейскому зрителю, да, даже мне неприятно, я такая, так, ты чё, зачем ты такого много трогаешь? Вот, и вот это влияние Запада, наверное, мне не очень Мгм. приятно. Да. Именно по границам, да. Да, то есть это разные миры, это нужно учитывать. Да. И сейчас мы это обсуждаем, старый, новый кей-поп, и я, знаете, что вспомнила? Наверное, сейчас кто-то вот из старичков поймет. Вот так кто делал? Вот так? Вот так. Блядь, щас. Не Мне помню. так Вот не так, шло, типа? я не знаю. Типа вот так? Типа ты кьют? Да, А, типа, я помню, я когда смотрела айдолов, они всегда сидели Да, и да, делали да. вот так. Да. И я тоже в школе так сидела. Ну тебе идет. тебе идет, кстати. Тебе да. идет. Я кринж. Сори, это просто всплыло у меня вот это. Ты очень классно подметила, оно было так. Мне просто это не шло, поэтому я так не делала. А ты так делала? Я вот так фоткалась везде, да. Или вот Они- так, типа. Вот так фоткалась. А, да. А, вот это тоже. Помещается твой подбородок в Ви, да, или нет? Ой. Ой, как хорошо прям. Ой, не стало. говори, все так Ой, засмущались. такая, да. Есть ли у вас ваши вопросы какие-нибудь? А то я вот... У меня вопрос, вот он только что сейчас, потому что ты говоришь, я вот так вот делала. У меня вопрос созрел. Как вообще вся ситуация с вашим прошлым, настоящим кей-попским на вас повлияла, на вас сейчас? Стиль. На тебя повлияло, Стиль, вот на да. тебя как повлияло. Ну, стиль, окей, я вижу, да, а еще что-то вот в вашей личности, что-то такое было, какой-то моментик, Хороший вопрос. да? Да. Такие, сейчас подумаю. Да. У меня вот, как ты тоже правильно заметила, по мне, у меня ощущение, что я вот то, что познакомилась в подростковом возрасте с кей-попом, с дорамами и так далее, это поместило меня, во-первых, в безопасный, во-вторых, очень романтический мир. Я поверила в ту любовь на картинке, такую, когда там, например, твой парень, он, разогревая ладошки, греет тебе уши, Завязывайте шнурочки. вот это вот шнурки завязывает, а ты такая ему там готовишь, что-то там приносишь, у тебя вот эта дулька, господи. И я с этого момента поняла, что вот такое, наверное, именно уважение внутри семьи своей личной я бы и хотела. И плюс-минус у меня это все и получилось. Классно. То есть на меня именно влияла вот эта вся индустрия. Я не могу делить, потому что у меня началось все бок о бок, кей-поп и дорамы, поэтому это перекликается между собой. И еще это очень повлияло на то, что я начала верить в себя, потому что то, что я увлекалась кей-попом одна в своем окружении, очень дало мне поддержки именно Стержень. кей-поп. Да, вот стержень, типа, я могу увлекаться Отстаивать свой чем-то, интерес. даже если мои друзья не понимают, о чем я говорю. Я дальше могу продолжать. У меня всегда это было с аниме, и также вот с дорамами и кей-попом. То есть я увлекалась одна, но мне не было скучно, я не газлайтила себя, что я какая-то не такая. Так Что, классно. типа, это увлекаются только, ну, типа, какие-то ненормальные там девчонки. Нет, мне это все очень помогало обрести себя настоящую. И мне кажется, это все такая совокупность того, во что я сейчас выросла. Вот. А вот как?
Не знаю, даже вот Да, стиль, вот. наверное, да. Стиль, внешность, макияж, все, полностью. Не знаю, Ну, я, наверное, скопируй это так. сейчас будет слишком громко сказано, но, в принципе, у меня увлечение аниме, кей-поп, там, дорамы, все очень-очень близко произошло, и это был момент моей депрессии, наверное, такой пиковой, и когда мне реально что-то понравилось, и я за что-то зацепилась, и я захотела, учитывая, что я индустрии съемок там, и я такая, блин, не знаю, меня настолько зацепил весь этот визуал, и я такая, я хочу что-то попробовать такое делать, и я думаю, в моих последних работах это прослеживается, как бы, отпечаток есть большой на мне. И в плане какого-то самоощущения, не знаю, у меня какая-то больше благодарность, не то, что Да. там что-то поменялось сильно, какие-то внутренние качества, но у меня благодарность просто вот, не знаю, всей этой индустрии в плане, они просто помогли как будто бы мне, и мне такое, о, прикольно, классно, все ярко, хочется жить, прикольно наблюдать. И там еще вот эти вот образы продуманные тех же героев, артистов, и хочется верить, и они же все такие же максимально позитивные, милые, и ты такой, блин, классно, доброта еще есть в этом мире, Да, погнали, да. как-то так. Да. Но я, кстати, часто слышу, что BTS помогли мне поправиться с депрессией. Ну, типа, как бы в моменты, когда, мне кажется, еще из-за того, что, наверное, вот их как бы в моем окружении рассвет пошел во времена ковида, когда всем было очень непросто. Да. Каждый справлялся со своими какими-то демонами, закрытый в 4 стенах, просто тебе реально нельзя было выходить, ничего. И тут появляется и BTS, такие все на позитиве, классно. красивые, добрые. И вот я часто слышу, что BTS помогли мне справиться с депрессией. И даже читаю в интернете тоже, такое часто пишут. И я не могу с этим не согласиться, потому что тот мир, который показывает нам кей-поп, а именно вот корейские шоу, программы, вот это все, это же очень фэнтезийный, очень Да. добрый, реально какой-то не совсем, может, реальный мир, но тебе хочется в это верить. Да, однозначно. Он настолько привлекает тебя своей картинкой, своим вот этим вот всем добрым, радушным таким, что тебе хочется верить, что типа, блин, я тоже так буду жить. Есть такое, да. Делулу. Да, чуть-чуть. А тебя как? У меня, мне кажется, точнее, мне не кажется, вот сейчас я в этом уверена, что я рада, что когда-то я этим увлеклась, потому что мой опыт, мое корпоративное прошлое, мое материнство, и, то есть, по-разному кидало, да, я могла давно от этого, в принципе, отойти, но оно меня привело туда, где я нахожусь и сейчас. С этим связан мой блог, с этим связана моя работа, мой заработок, в том числе, наверное, год, как у меня контракты, типа я приезжаю в Корею, мне там за это платят. Типа, если бы мне сказали тогда, я бы сказала, нет, камон, это же детское увлечение, так не работает. Работает. Оказывается, работает. Но если вот топить до конца, это ты должна быть настолько делулу, настолько уверена в том, что у тебя это получится, тогда ты к чему-то придешь. Да. Но я, в общем, я вот ехала и думаю, я такая счастливая, типа, это же классно, когда мне говорили твое увлечение, короче, типа, правильная работа должна приносить тебе деньги. Так говорится? Да. Что-то такое, да? Что, типа, Займись занимайся делом. тем, что ты любишь, и это принесет тебе деньги. Я думала, что это какая-то фразочка для того, чтобы все шли в офис, да, там, и все равно там шли и пахали. И не бывает такое же за то, что ты любишь делать, тебя там как-то поощряют финансово. Но, оказывается, такое может случиться. Согласна. Да. Кей-поп, заберите нас. Да, наверное, сейчас наши зрители, кто-то может написать, почему вы только по верхам идете и так далее. Но мне кажется, мы это в общем... сразу в один невозможно все. Это же капец долго надо сидеть здесь. Да, Все это обсуждать. Ребят, накидайте нам комментариев, и мы будем встречаться и разбирать каждую группу по отдельности. Да. Я недавно же вышел сериал с Аю. Видели? Если судьба преподносит мандарины.
Нет, не Капец. видела Я еще, видела не видела, но слышала, под да. Бугом. Да, я плакала. Посмотрите, классный сериал. Да, надо Да, глянуть. посмотрите. Кстати, Аю, почему она такая матерь кей-попа? Она Ну, какая-то идеальная, я не знаю, кто ее создал. Да. Я помню, Машина, убийца. да, я помню вот самый большой скандал, который я про нее слышала, то, что она там встречалась с этим Инхёком, ну, типа у них там была фотка, где он был топлес, она Да, там да. этот. И после этого я вот, ну, как бы не углублялась сильно в ее творчество, но я просто сейчас понимаю, что и для хангуков, ну, самих корейцев, она считается прям, классным певцом, артистом, потому что все равно же, я помню, когда я приехала учиться туда, в Корею, и мы разговаривали про кей-поп, там ребята не очень любили это обсуждать, и они, их это иногда, ну, по крайней мере, в Задевало. моем университете, да, потому что они говорят, ну, типа, все вот так насмотрятся дорам, кей-попа наслушаются, приезжают сюда и думают, что мы все такие радужные, все такие эти, и должны быть такие супер ухоженные, супер красивые, но нет, у нас есть, типа, все обычные проблемы, как у всех, и когда, ну, типа, это даже оскорбительно как-то звучит, и еще иногда же это бывает у там иностранных слушателей, истерия такая чуть-чуть, ну ты думаешь, все, я буду там жить, я буду так же выглядеть, вот это все. И я помню, мы вот со студентами, когда обсуждали, они прям такие, типа, мы не слушаем кей-поп, у нас есть артисты, которые настоящие артисты, а типа кей-поп — это как бы для детей или там для иностранцев. Вот такое я очень часто слышала. Но вот Аю, она как будто прям и там, и там. Да. Она вообще, да, она классная. Посмотрите, короче, сериал. Хорошо, обязательно. Да, я прям... Ты обещала спросить, на каких концертах я была. Да, давай. да, расскажите, Мой где вы звездный были? час. Такая, я пройдусь по верхам. Давай. Я видела Тэмина из Шайни. Я была на концерте в 2017 году G-Dragon, и я видела BTS на премии. Все. Короче, вот Выключаем. Все, выходим, да? Заканчиваем, все. Я Капец. поняла, что, ну вот опять же, насколько я должна быть ненормальной, неадекватной, что вот я там вообще последние, была возможность, не было возможности, я ехала. Вот на концерт в этот раз G-Dragon я не попадаю по определенным причинам, но я подумала, что один раз увидеть его было, в принципе, достаточно. Я поехала на его концерт перед своей свадьбой, я проводила его в армии, такая, все. Я пошла. Блин, это же мечта. Капец. Это были Я, наверное, с ума последние сойду, места, если это были увижу его. последние места какие-то вообще. Жесть. Типа мы их купили еще очень рандомно, мы все сидели по отдельности с подружками. Я сидела там, где уже заканчивался стадион, но это все ни с чем не сравнимо, это было... А у жизни такой же, да? Ну, такой же Я не красивый. знаю, Зая, Нет? там было А. так далеко. Я бы даже так посмотрела бы. Но эта энергия, я там обрыдалась, все обрыдались, типа все там рядом сидели женатые парочки уже на тот момент, они типа им где-то хорошо выглядят, наверное, им 40, да, там, то есть настолько это было для всех, там все вот так вот сидели. В общем. Капец. Но я не BTS представляю. было да. прикольно, они где-то песни, по-моему, 3-4 спели, это тогда, это был 2018 год. М. А Тэмина я видела этим летом. А я смотрела Да, твои истории. Да. Но это... Ой, я вообще там тоже обревелась. Он такой сексуальный, почему Ужасно. просто стал? Почему ему Просто... до сих пор 15, но Я не он знаю. сексуальный. Я не знаю. Есть такое, да? Для Он меня- маленький, да? Нет, он Тэмин Да? такой прям Да, хорошенький, крупненький, Крупненький. крупненький. Да. накачанный такой, да? Я Да, почему-то думала, что он вот в ростом нем маленький, все нет? вот все как надо, я не знаю, вот он его слепили словно, потому что на Waterbomb мы вот всегда забуримся в этот корнер, не в туалет сходить, не знаю, ничего, ты, короче, туда, Офигеть. если встала, ты тут будь добра, терпи. Но что прикольно, кстати, там же очень много артистов выступает, и фанаты друг друга уважают, то есть вот выступил конкретно, когда выступала Джесси, было прикольно, потому что было очень много мужчин. Они все там покричали дружно, проводили и освободили место для фанатов следующих артистов. То есть там все очень-очень безопасно и благородно, то есть все друг друга понимают. То есть Круто. если ты идешь и говоришь, там, я сейчас умру, я приехала из Казахстана, чтобы посмотреть на Тэмина, тебя стопудово пропустят. Все. То есть Буду знать. Так, а Да. плакат принесла, да? Да, то есть Дорогу. нормально, Ага. нормально.
Супер. И это да. круто очень. Да, это круто. Я вот один вообще... Короче, я в этот раз поехала, когда в Корею, увидела Айлит. Да. Да. Как у них? М- You. Ты твоя же группа. Вот. Я, короче, пошла в торговый дом, в торговый центр, и хожу там, и смотрю, а там очень много народу собирается. Мгм. Но они же сейчас в топе тоже. Да, они тогда, у них вообще только Мгм. дебют был. Я только пару раз в ТикТоке слышала, и вот это вот Мгм. движение запомнила. Все. Я не знаю, кто это толком, но решила подснять для своего влога. Кстати, переходите, смотрите мой влог. И вот, и там были Айлиты, я их увидела, они вообще малышки сладкие, они как будто, ну, такие прям очень Они прям школьницы. бэйби. Да, они еще во всем белом таком, у них такие длинные волосы. И они там стояли, и там, получается, те, кто купил, видать, билеты на этот фан-сайт, они прошли вперед, Мгм. там сидели, а все вокруг, просто очень много людей стояло вокруг, вот так там, получается, как амфитеатр такой, и Мгм. сверху все люди стояли. Но я там пару, не знаю, минут постояла, а потом нас начали выгонять охранники, потому что, видать, очень много людей было. Вот, Но это вот эта единственная история, как встретить айдола, она абсолютно нормальная. Она абсолютно... Ну вот ты встретила... В этот раз мы, когда в ноябре были, я просто шла и смотрю, там какое-то скопление людей. Там Monster X раздавали горячие напитки. Прикольно. Классно. Сладуки. Просто. И то есть была очередь, и все получили напитки. Не было никакой давки. У меня, соответственно, там, наверное, было регистрироваться или что-то. Я сбоку там краешком что-то подсняла, ушла. Мне нравится, что тебя не убьют там, я не знаю, не задавят, не покалечат. То есть все нормально. Это здорово. Но вообще ходить в городе, где ты можешь увидеть айдолов, это прикольно. Это Классно. 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 Ну, у меня тоже есть Вообще. такая история, но это было Ну-ка. очень давно, в 19-м году. В Ты же там 19-м. училась, да? Нет, А, я нет. просто полетела туда, у меня подруга живет. В Мгм. 19-м году, ну, я на концертах не была, сразу скажу. Я хочу очень, надеюсь, что в этом году получится, ну, хотя бы в следующем, если... Вот, короче, в 19-м году полетела к подруге, она живет в Сеуле, до сих пор живет. Вот, я там была 2 недели, кажется. Все это время тусила, короче. Блин, я сейчас думаю, надо было хотя бы чуть-чуть отдохнуть, не знаю, в Корее, в Сеуле, посмотреть, да, что там есть. Походить. А я просто тусила с утра до вечера. Вот, и у моей подруги есть знакомая. Она общается с артистами, с моделями, с такими крутыми чуваками. Ага. Я такая, типа, ладно, окей. Потом в один прекрасный вечер мы решили поехать в клуб. Клуб называется «Ауль». Знаешь? Ауль, Ауль, Итыван. да. Ауль. И этот... Ну, на самом деле, типа, девочки сказали, классный клуб. Вот. Я Реально классно. Ну, В там- 2019 году он был хороший. Сейчас мы туда сходили, такие, мама. да? Короче, вот, я захожу и вижу одного парня. У него знакомое лицо, а я без очков, ну, у меня зрение плохое, поэтому я не вижу, я не могу понять, кто это. Фигура, ну, типа, знакомая фигура, стиль знакомый. Я такая у подруги спрашиваю, типа, ты кто? Ну, типа, знакомое лицо у него. Она говорит, это же Дин. Знаешь, Дин? рэпер. Артист? Да, Ага. этот Инстаграм песня, знаешь? Да. Вот, я фанатка его тоже. Я обожаю его творчество в целом. И она говорит, это Дин. А я такая, короче, я такая, все, я вся дрожу. Я такая думаю, типа, что делать, говорю. Да. Я говорю, я все выхожу, типа, все, кит такая. И вот она говорит, давайте, ну, подойдем, вот эта знакомая Да. наша, ну, типа, знакомая подруги, она говорит, она подошла, они там что-то начали улыбаться, общаться, там что-то говорят. И мы подошли, и весь вечер я стояла рядом с ним. Ты сфоткала? Это, знаешь, Я не это сфоткала. прикольно, потому что мы тоже видели, тоже в Оуле, Kwon Twins, это которые танцоры, 2 близнеца, они у всех, типа, они, по-моему, YG, у G-Dragonов, Power, они вдвоем по бокам стоят, у Дженни везде, ну, то есть прям вот, и они тоже были в Оуле. Да? То есть, видимо, это какой-то такой прикольный спот, где можно встретить кого-то. Ну вот, короче, мы стояли, а я молчу, такая, вот реально, такая, подруга говорит, давай я тебя сфоткаю, говорит. Я такая, нет. Я растерялась, я красная стою, и он такой, и он нам купил коктейльчики.
он угостил. Молодец, Он, блин, он, круто. типа, да, он улыбался, ну, Мне на меня кажется, даже смотрел. классно, что ты не стала фоткаться, потому что, типа, он же С отдыхает. одной стороны, я не Зато хотела, он, да. Зато он, наверное, зауважал тебя. А я хотела сказать, типа, я из Казахстана, люблю тебя, брат, давай фоткаться. Но я такая смотрю, вот так стою, он улыбается, смотрит на меня, типа, ну, типа, смеемся. И вот, короче, фотки нет, ну, и в конце всё зато равно. воспоминания Конечно. хорошие. Конечно. И в конце он, знаете, что, он ушел с одной такой сисястой, жопастой кореянкой. Прикольно. Да. Ого. Я такая, Такое бывает? да, Такое, значит, я такая, бывает. Ну, типа, я думала, они да. боятся так делать, потому что, Нет. кажется, это был его пик известности. Но 2019. прям он уехал с этой девочкой. Класс. Ну, девочка, вроде А мы девушка. когда были на автопати DPR, мы тоже туда случайным образом попали, мы сказали, что мы из Казахстана. Мгм. И сфоткались. Да? Да, но он был такой, ой, типа, он же здесь клип снимал. Да, Он да, снимал да. здесь клип, ему было очень приятно, он вообще был в шоке, потому что, ну, какова вероятность, что на его автопати окажется там 3 девочки из Казахстана. Мгм. Да. Было Блин, круто. приятно, зато он знает, вот, что... И мы Классно. сказали, что в Казахстане мы вас сильно ждем и любим. Такой, да-да-да. Да, он же выступал же. Когда это Да, было? да, Года ну там 2 была назад, да? какая-то очень маленькая Да, да, да. концертная площадка, и то есть, мне кажется, если бы вот кто-то этим занимался, Блин, было потому бы что у нас круто. большая аудитория, мне кажется, сейчас очень много кто платежеспособный, наконец-то мы Мгм. все выросли, Да, у нас да. есть деньги, и мы готовы их тратить куда? На свои увлечения. Да. Поэтому, если будут проводиться концерты, мне кажется, это будет супер. Мы будем ждать так. Да, да, да. Ну, насколько я слышала, почему еще в Казахстане не так часто проводят концерты, мне кажется, это тоже взаимосвязано и с кей-попом тоже, потому что у нас нету пока размещения. Да, У типа... нас не готова именно Алматы, Мгм. город с наплывом туризма, если будут Аэропорт, концерты. по-моему, должен быть Аэропорт тоже, определен. да, да, Ну, да. сейчас же у нас новый, он тоже не позволяет. Не знаю, не знаю. Ну, я вот такое слышала. Но почему кажется, прилетает Чен из Эксо на О, какой-то Да, 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 что-то... да, выступать что-то. Да, будет. в апреле. Да. Ну да, я интересно. слышала. А вы слушали, да, Эксо? Конечно. Кто твой биас? Кто ваш Кай. биас? Ой, Кай. Это мой! такая, Он мой! Такая, Мне EXO, ну, я только их песни слышала, но из них мне нравился Сухо, просто на лицо. А так, вот, типа, так никто. И Кай почему-то меня чуть-чуть отталкивал, потому что он был, типа, слишком сексуальный для меня. Ну, его так выставляли слишком сексуальным. А мне кажется, те, кого СМ выставляет сексуальными, они, как правило, без харизмы. Почему Кай же наоборот харизма Мне берет? кажется, да, как раз-таки его знаю. выставляли таким секси-секси, но он супер милашка и дурашка, Да. и типа, когда какие-то вот отрывки Ага. с фанатских камер, Да. он наоборот там всегда дурью мается, да? Он теряется еще Да, и там, он да. такой типа, Да? Прикольно. Я Прикольно. любила Тау еще. Тау, да? Тау же? Нет. Диво? Не, Тау вот это китаец. Тао, А, китайцы. да, я да, обожала да, его, да, я да. прям капец. Мне нравится его внешность. Ну, я Да, люблю кстати, таких некрасивых сейчас парней. он такая. в Китае, да, Шучу я. по-моему? А? Муж В Китае. такой плачет. Муж такой плачет. Понятно, почему ты меня выбрала, такая шучу я. Мидиум Магли. Да. Вот. И этот Тау мне нравился. Да. Потом Сихун. Сихун же, да? Да, Да. да, Макне. Но потом что-то он слишком какой-то, слишком, не знаю, не очень. Какой-то слишком деревянный, что ли, хз. Да, да, да. Да, ну вот теперь Кай Но нравится. опять же, у сейчас. них реально у всех образы такие, ты вот такой, ты вот М, такой. м. Это очень Да. тяжело, наверное. Всегда придерживаться одинакового своего состояния. Ну, мы же все разные всегда. Да. Бихён вообще прям кэпсон. Я, блин, плохо их помню сейчас, но мне кажется, у них была такая огромная база фанатская. Ой, вообще. Это да. самые Да. бешеные фанаты. Мы, кстати, я была тоже на одном, была премия, и тоже были EXO, они выступали в конце, и это было, они самые ненормальные, то есть фанаты, они очень злые. Те самые ССН фанатки, да, наверное, у них. Наверное, больше, они, ну, они очень дисциплинированные, они Мгм. вот так вот сидели просто. То есть Ага. никто не танцевал, они так сильно кричали, ну, это как это да. называется, Я бы да, тоже фанатские? кричала бы. Ну, в общем, как будто ты, типа, концерт был, концерт, да, там разные артисты, прикольно. И вот когда пришли EXO, я почувствовала, что мы на какой-то войне какая-то вообще. Что происходит? Я стала чувствовать себя не очень Мгм. приятно. Ну да. Кажется, мы еще хотели что-то типа поближе сесть, что-то такое было.
Но я трусиха, я не буду этого делать. Но была моя подружка, она что-то куда-то перебежала, там ее быстро туда вытурили, не знаю. Она такая пришла назад. Блин. Да. С каким бы айдолом вы бы хотели поменяться местами на день? Давайте по... Блин, интересно. GD. Потому Петушочек. что я хочу посмотреть своими глазами на его сумки, на его твидовые пиджаки, на его гардероб. На его Мне- квартиру в общем и целом, прикинь. Да. Да. Это реально, я не знаю, это для меня мечта. Я хочу просто посмотреть, пощупать вот так и все. Да, и все. У меня, кстати, было такое с Джей Хопом, я поменялась просто посмотреть на его гардероб, на его вот это все, на вот то, как, блин, он просто же капец для меня, он, не знаю, стилёвый пока что из всех людей, за кем я наблюдаю, для меня он такой. Слишком много Джей Хопа, блин, ни разу не сказала про Чингука, хотя я обещала, что я весь выпуск буду говорить про Чингука. Блин, ужасно, мне кажется, люди будут смотреть и будут думать, какая она ужасно поверхностная в кей-попе. Блин, ну это Тупая. очень сложно. Это очень сложно. Мы здесь будем с вами несколько дней сидеть, если там. Да. Ну, это Не, ну нереально просто на разобрать за скидку. раз. А, с Вот кем так. поменялась? Я, кстати, думала, еще спросила девочек. Ага. Я готовилась, Да. но я так и не придумала. Возможно, Дженни, потому что, ну вот она там, вот, ну, Да. у нее квартира в самом дорогом центре Сеула, туда, где никому не Ещё попасть река нет. такая, да. Вот, ну, было бы прикольно, наверное, ну, не знаю, но страшно. Да. Прикиньте, сколько ответственности. Это ты очень зарабатываешь. ответственно, это очень... Да, вот у меня еще следующий вопрос про Римскую империю. Мгм. Какая у вас Римская империя? Всё, Я буду готовимся. молчать. Да, да, Я да. Так мне список вот кажется, этот вытащила, да. Я бы, наверное, тоже поменялась бы с Джей Просто пожить в его голове. Это как вообще? Ну Это да, Как да. чилгай, да? Да, это что, типа там такой уровень тревожки, что мне кажется, он ну с этим живет, но это так интересно, при этом он очень неформальный человек, очень творчески сложенный с самого детства. Я смотрела про него там документалки, про него там этот, и я просто не могу представить себе, насколько он творческий Мгм. и каково это жить такой жизнью. Вот, подменялась бы Джей. Ой, это вообще, да. А почему Дженни? Потому что, мне кажется, она, типа, представляешь, девушка, у которой есть все. Она Популярность, родилась уже, да, у тебя там, есть да. все. Каково это? Что ты чувствуешь? Что ты Да. думаешь, да? Римская империя ваша в кей-попе. Ну вот тема, которая изначально, когда пришла, затронула, мне кажется, она сейчас такая вот на слуху, и всем интересно, Да. как она будет развиваться. Расскажи. С Ким Сухён и Ким Сэрон. Что Да. там в итоге произошло. И, наверное, я с удовольствием за этим наблюдаю, потому что мне хотелось бы, чтобы виноватые понесли наказание, чтобы это напугало тех всемогущих, которые думают, что можно прикрываться артистами, жизнями и так далее, потому что я думаю, что довольно много летальных исходов, довольно много суицида, это ненормально, это не есть хорошо. Было бы хорошо, если бы все получили по заслугам. Я с Мгм. удовольствием за этим наблюдаю. У тебя чем есть какая-нибудь темка? Догадайся с 3 раз. А? Догадайся с 3 раз. Да блин, ну не знаю, я вообще какая-то, я вас слушаю, и я чувствую себя какой-то дурашкой. Почему? Не знаю, у вас просто очень крутые познания в кей-попе, я прям восхищаюсь. если Мне кажется, у честно. Айданы прям, да, капец, Блин, она я- прям много всего знает. Хорошо, что хоть мне вот как-то это вернулось, потому что потратить столько времени впустую было, наверное, бы обидно. Ну, блин. Ну, не впустую же, это же все равно интересно. Ну, блин, это я очень много времени, наверное, потратила. Да. на Ну, это всё тоже вот талант. это. Это Да. капец, все это знать. Но опять же, я совсем не эксперт. Вот у меня есть подружки, которые прям Супер. да. они То есть все всё имена, знают, да? даты Да. и так далее. Я вообще восхищаюсь. Я просто, ну вот этот, вот этот, который вот такой, вот такой. Вот я больше такая, наверное. Для меня Римская империя — это, наверное, смерть Соли. Ну вот оно все как-то, согласись, Да. должно быть там что-то
общее. Да, и согласна. И вообще, если честно, на самом деле я очень боюсь того момента, когда айдолы начнут рассказывать, когда у них, я не знаю, закончатся контракты, или они, не знаю, там, ну, короче, когда все это всплывет, потому что это индустрия, которая дарит, с одной стороны, очень много надежды, тепла, Да. доброты, любви и так далее, но не стоит забывать, что это люди. Люди Да. склонны быть жестокими, люди склонны управлять другими людьми. И для меня вот это когда... Надеюсь, я не застану прям краха кей-попа, потому что настолько они выстраивают вокруг себя вот этот вот невинный образ, что любое вот такое там скандальчик, да, где сомнения какие-то идут на их образ, это же сразу молниеносно разносится по всему миру, становится новостью номер один, и вообще, если честно, я боюсь того момента, что вот такой, что о кей-попе могут потом просто разочароваться в нем, как, ну, в айдолах, да, там, в музыке и так далее, и не поверить снова. Да. И вот когда Но это как придет, будто оно очень вот где-то такое да, трещит по швам. да, но это, с одной стороны, я боюсь, потому что это моя маленькая фанатка внутри меня боится, но при этом я понимаю, что это должно всплыть, потому что я более чем уверена, что там столько говна, столько подводных камней, столько, я говорю, вот этими манипуляции, управление, секс-трафик, это 100% там есть, наркотики, ну просто 100%. невозможно настолько быть белыми и пушистыми, ничем плохим не заниматься, при этом работать просто 60 лет в этих студиях и не под чем-то, и выпускать просто альбомы. Они же не просто, если раньше там раз в год, да, у них же там каждый сезон летние, весенние, осенние альбомы, просто настолько быть в работе это невозможно. Всей команды, я имею в виду, это и продюсеры, и не только сами айдолы. И продюсеры и так далее, и все, что с ними делается, и какие там малышки и малыши приходят, и особенно наверняка вот это первое, второе поколение, мне кажется, они вообще там натерпелись. Да. То есть там, наверное, рабское какое-то. Да. И, конечно, вот здесь я хотела бы, чтобы, вот, ну, я с тобой согласна, чтобы все понесли наказание, и все это стало явью, но вот моя какая-то детская вот эта вот сущность, она такая, блин, ну мы же тогда разочаруемся в этом всем, и я как будто боюсь, но при этом понимаю, что без этого невозможно, и мне... ну, как бы мне иногда, как бы, особенно когда маленькие дебютируют, а у них уже сейчас сколько, 15 лет, они с 15, да, дебютируют, мне их прям иногда так грустно за них становится. Уже стресс у них, мне да, кажется. да. С подросткового возраста они на съедение всего мира даются, а там сейчас и фанаты не выбирают, ну, как бы, слов. Ой, фанаты вообще, это, мне кажется, там тоже нужно очень тщательно за этим следить и отслеживать, потому что, ну, как бы, нездоровая ситуация с помешательство. То есть так же, как они тебя превозносят, они могут тебя сожрать. Вот. Ну, да. Вот мы и здесь, вот мы и обсудили. Интересно, кто-нибудь вообще из индустрии кей-поп хоть когда-нибудь, хоть чуть-чуть посмотрит наше видео? Посмотрите, пожалуйста, написала всем, да? Если написать ссылку, посмотрите. Кей-поп Казахстан, надеюсь, мы там выйдем. Надеюсь, да. Да, но знаешь, мне кажется, за нашу сегодняшнюю беседу нам может столько прилететь Да, в комментариях, каждого разберут по полочкам. Но хочется Однозначно. напомнить, что мы здесь просто как бы освещаем эту тему, я не знаю, можно ли быть экспертом, не экспертом, ну, то есть мне просто приятно говорить о кей-попе, и, пожалуйста, не надо меня разубеждать в том, что, ну, я не могу просто увлекаться кей-попом без каких-либо там супер каких-то познаний, просто любить и поддерживать ребят. Это ее шоу, что делает, что хочет, то и делает. Я тоже уже к хейтам, знаешь, готова, потому что в тот раз меня прям знатно отчитали за мои ошибки. Блин, ты знаешь, я в просто не страшилках, читала да, комментарии. да, я учла, я поняла, такая, да, и, как сказать, надеюсь, что в этот раз мы подружимся. Типа, я тоже стараюсь, как бы, да. Я поняла, в тот раз удар взял на себя Сулхан. Здесь, наверное, да. Ладно, хорошо, принимаю.
понимаю. Да, все ваши замечания Да. мы... Наоборот, можете нам писать, пообщаемся на эту тему. Мгм. Да, я это так сказала, так-то у нас классная аудитория, всегда поддерживающая, любящая. и А у так тебя далее. вообще много из твоей аудитории, кто разделяет с тобой именно тему кей-поп? Когда я раньше в Инстаграме, у меня была рубрика «Старая кей-поперша». Ну, я себя О. так назвала, могу сама себя так назвать. И я получала колоссальную поддержку. Мне кажется, это всегда так. У меня вот Да. та аудитория, которая разделяет со мной интересы, я их обожаю. Они могут как сказать мне, типа, ты вообще не права и не так. И я их послушаю, потому Да. что, ну да, то есть есть Мгм. люди, которые в этом лучше разбираются. Я обожаю, я с ними могу часами переписываться. Кайф. Я их Да, очень круто. сильно люблю. Да. Их очень мало, но они вот такие включенные. Я помню, мы даже когда с Джо Кассас снимали видео, если нам надо было видео на огромную аудиторию с большим количеством комментариев, я делала кей-поп. Да, мы там, как мы только не байтили, у нас были видюхи, типа там я сижу и под EXO танцую, что-то там слушаю их, и Назя подходит и говорит: о, это твои китайцы, да, а чё они на одном китайце? Йоу! И там Всё, просто всё. миллиардик зеленых комментариев. Надя, ты что, офигел, какие они китайцы? Там между собой ругаются и так далее, но аудитория кей-попа самая любящая, мне кажется, самая вот, ну, именно поддерживающая. Да, такие да. вот, Они ну, неравнодушные, они могут как тебя Вот, читать вот. и так же и поддержать. Да. неравнодушная. Очень А, классно. когда Хюна вышла замуж, ты такие, да блин, я рада за нее, ну типа, ну что-то там было, я не знаю. Ну в итоге же у нее все, слушай, сейчас опять получу по Самое башке. главное, чтобы ей было хорошо, да? Ей было хорошо. Но Она же меня живет с прям ним. очень сильно отчитали, вот как ты сказала, я М. чувствовала себя. Но зато я узнала много других деталей, о которых я ранее, например, не знала То же в этой самое, кстати, да. ситуации. Да. Классно. Поэтому Да. аудитория кей-попа мы вас любим. Да. Вот, девчонки, спасибо вам большое за беседу. Спасибо. Было И тебе классно. спасибо. Тебе спасибо, это Ты было круто. исполнила мечту каждой маленькой Да. кей-поперши. Это правда. Что когда-то и вас позовут, поэтому не сдавайтесь, не отрекайтесь от своей мечты. Слушайте, да, влюбляйтесь, романтизируйте, кайфуйте, вот, и вдохновляйтесь. Да. Да. Всем спасибо за просмотр. Погодите, подождите! Пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео. Это очень-очень важно для нашего канала. Поставьте комментарий, напишите 5 слов. 5, всего лишь 5. И мы уже будем самыми счастливыми на планете кей-попершами. Всем пока! Классно, девочки! Al ya da özümüz обсудим. Потрясающий. Бля, меня обоссут, отвечаю. Мне тоже.